Рада вас видеть на нашем третьем уроке. Это 10 критических ошибок при работе с ассистентом, которые могут навредить вашему бизнесу, негативно на него повлиять. Ну, не только на него, но и на вас в том числе. Итак, погнали. Это видео поможет вам избежать распространенных ошибок для повышения эффективности вашего успеха и вашего бизнеса. Поэтому погнали. 10 главных ошибок при найме ассистентов. И при найме, и при работе с ассистентом, и какое влияние они имеют на ваш бизнес. Первое. Это неправильный подбор кандидатов. Я думаю, что вы все с этим согласитесь, что неправильный найм – это самое страшное, что может быть. Игнорирование этапов найма и процесса отбора ассистентов на должность, отсутствие грамотно составленного профиля нужного человека очень негативно влияет на ваш бизнес. Как же влияет? Что это приводит к тому, что вы нанимаете неправильных людей, а иногда даже опасных для вашего бизнеса. Второе – это недостаточное введение в должность. Отсутствие четкого ориентирования и обучения для ассистента. Вот это очень важный момент. Как это влияет на ваш бизнес? Ассистент быстро теряет мотивацию, чувство ценности, и что ведет к низкому качеству работы. Введение в должность – это один из самых важнейших процессов вообще в подборе, найме людей и тому, чтобы их внедрить в свой бизнес. Не делайте, пожалуйста, эту ошибку. Ошибка номер 3. Неумение ставить задачи и распределять эти задачи. Во-первых, случается что? Случается перегрузка ассистента задачами без учета времени на их выполнение. Это приводит к тому, что перегрузка задачами вызывает стресс и выгорание ассистента, что снижает общую эффективность и может негативно сказаться на вашем бизнесе. Ошибка номер 4. Недостаточное делегирование. Мы уже эту тему немного говорили, но что здесь важно? Что страх передачи ответственности и необходимых полномочий, постоянный контроль, от которого вы выгораете и устаете, вам хочется все бросить и уехать на Бали. Опять-таки, да, вот это все, это одна из самых важнейших ошибок. Ошибка отсутствия делегирования. К чему она приводит? Она препятствует масштабированию вашего бизнеса. Не делегируете – не растете. Делегируете – растете. Ошибка номер 5. Отсутствие выстроенной коммуникации с ассистентом. Здесь идет на что? Недопонимание из-за нечетких инструкций и отсутствие обратной связи, либо неправильной обратной связи. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ассистент недопонимает, ошибки в работе и потери времени на какие-то, на исправления, и вообще потеря времени на задачи, которые вам, оказывается, были вообще не нужны. Ошибка следующая – это игнорирование мотивации и развития. Вы не вкладываетесь в профессиональный рост ассистента и его мотивацию, вообще даже не знаете, как мотивировать ассистента. И что случается? Это уменьшает лояльность и продуктивность этого сотрудника, а также снижает его стремление к какому-то вкладу в вас и развитию. И, конечно же, какой риск? Риск вообще просто потери хорошего сотрудника. Еще одна из ошибок – это отсутствие доверия. Постоянный контроль и микроменеджмент, подрывающий доверие и не дающий сотрудникам и ассистенту в том числе раскрыться и показать себя в проекте, проявиться, да, что-то сделать для вас крутое и качественное. И как это влияет на ваш бизнес? Это создает напряженную рабочую атмосферу, мешая эффективной работе. Следующая ошибка – это неправильно поставленные цели и задачи для ассистентов. Это отсутствие четко определенных поставленных задач и ожидаемых результатов, которые нужны вам и бизнесу. Что случается, когда вы неправильно ставите задачи? Ассистент совершает много личных действий, когда-то хаотичных, вам кажется, что он плохо работает и не может полностью реализовать свой потенциал, вам кажется, что он там что-то делает, но по итогу ничего не делается, ничего не случается. Почему так? Что приводит к понижению общей производительности и траты времени на ненужные процессы. Следующая ошибка – это игнорирование современных технологий и каких-то методов и тенденций классных в работе. Во-первых, вы упускаете в работе возможность оптимизации рабочих процессов. То есть если вы не знаете, не в курсе, это не внедряете, а это может внедрять ваш ассистент, это увеличивает затраты по времени и по ресурсам. Да, ваш бизнес остается позади, пока конкуренты вырываются вперед. Внедрять, использовать современные классные технологии, которые сейчас очень активно развиваются, это одно из ключевых действий для вашего качественного и большого роста.
Ну и еще одна самая важная ошибка, которую совершают и на которую многие напарываются предприниматели или не знают, что делать, когда это происходит, это невыстроенный процесс защиты конфиденциальной информации. А что по итогу случается? Какое у вас страхи, утечки информации, да, ваших личных данных, конфиденциальных, у кого-то и банковских в том числе. Вот этот страх утечки данных в работе с ассистентом активизирует большое количество напряжения, недоверия, отсутствия роста и тупик, собственно говоря, в бизнесе. Огромные риски для бизнеса в случае какой-либо ситуации. Вот это момент конфиденциальности. Как это все сорганизовать? Один из очень важных моментов при работе с ассистентом. Об этом мы тоже поговорим на курсе. Ну что же, мы подробно рассмотрели с вами 10 критических ошибок при работе с ассистентом. Мы увидели, как они могут негативно сказаться на вашем бизнесе. Но не волнуйтесь, каждую из этих ошибок можно избежать, и применив правильные стратегии, правильные подходы. И как раз-таки на нашем курсе «Как вырасти с помощью ассистента» мы не только более подробнее разберем каждую из этих ошибок, но и предложим проверенные методы и инструменты для того, чтобы у вас все проходило гладко, чтобы вы предотвращали все эти ошибки, которые есть. Ошибок еще на самом деле может быть еще больше. Собственно говоря, вы научитесь эффективно подбирать, обучать, управлять ассистентом, чтобы максимизировать их вклад в ваш бизнес. Итак, прежде чем мы закончим, у меня есть для вас специальное эксклюзивное предложение. Надеюсь, вам понравились наши уроки, и вы уже увидели свои зоны роста, да, какие-то точки, которые вы можете уже исправить в настоящий момент. Мы ценим, я особенно стремлю ваше стремление к тому, чтобы развиваться и расти, и я хочу сделать для вас специальное предложение. Для тех, кто проявит инициативу и готов приступить вот к этой трансформации, вы можете уже сегодня получить скидки и бонусы за раннюю регистрацию на курс «Как вырасти с помощью ассистента». Этот шанс не только получить доступ к уникальным знаниям, но и также к инструментам, но и сделать это сейчас на самых выгодных условиях. Поэтому не упускайте эту возможность, не упускайте эту возможность нового развития, вот этой новой линии в вашем бизнесе, нового уровня, который у вас есть. Обязательно записывайтесь, обязательно приходите ко мне на курс. Мы посмотрим, я вам дам конкретные инструменты, я вам дам конкретную логику действий, конкретные. Это не займет у вас много времени. Не бойтесь, что это курс, который нужно там потратить еще кучу времени, смотреть. Это будет очень четкий, структурированный курс, без лишней воды. Раз, два, три, четыре, пошаговое действие, что, как делать и как это все исполнять. Поэтому переходите по ссылке прямо сейчас, заполняйте анкету, это не займет большого количества у вас времени, но именно этот шаг может изменить вашу жизнь, может изменить ваш бизнес, может изменить ваши новые точки роста, и я вас уверяю, вы мне поверьте, что только наняв ассистента вы сможете вырасти кратно в своем доходе, сбалансировать свою жизнь и наконец-то заняться своим нормальным классным видением. Если эти видео были для вас полезны, делитесь с ними предпринимателями, кто готов и хотел бы масштабироваться и хотел бы такого же роста, как и вы. Я буду рада, если эти видео видят как можно больше людей и прочекают себя по всем ошибкам работы с ассистентом, потому что выстраивание классных связей руководитель-ассистент, выстраивание этой синхронизации, это и есть одна из моих миссий, которые я очень люблю. Поэтому до встречи с вами на курсе. Буду рада там увидеться с теми, кому интересно, и подписывайтесь обязательно на мой инстаграм marina.egorova.official. До новых встреч!